Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить невероятный баноффи пай. Это тарт с карамелью и бананами, покрытый нежным кофейным муссом. Потрясающее сочетание вкусов и текстур. Высокое содержание белка и низкая калорийность – просто сказка при таком потрясающем вкусе. Друзья, на канале моего мужа Артема вышел простой шоколадный десерт с бананом. Несмотря на плитку шоколада в составе, десерт имеет низкую калорийность и прекрасное соотношение КБ-ЖУ. Ссылка в описании под видео. Для основы нам понадобится 80 грамм цельнозерновой пшеничной муки. Подойдет также овсяная или полбяная. В общем-то подойдут и безглютеновые виды муки, но количество муки в тесте, а также его текстура могут немного отличаться. Добавляем 50 грамм соевого изолята. И перемешиваем. Именно соевый изолят в данном тесте помогает добиться сниженного количества муки и, соответственно, углеводов, а также высокого содержания белка. Если у вас нет соевого изолята, то в описании я оставила для вас ссылки на видео с несколькими другими возможными вариантами основы для этого пирога, в том числе основы из печенья или вовсе без выпечки. Также для теста соединяем в сотейнике 50 грамм эритрита, подойдет и другой подсластитель, 20 грамм лимонного сока, 10 грамм кокосового масла и 2 яйца. Перемешиваем эти ингредиенты и нагреваем на плите до горячего состояния и полного объединения. Но, конечно, не кипятим, чтобы яйца не свернулись. Максимальная температура нагрева 75 градусов Цельсия. В горячую массу вводим 3 грамма соды. Смесь начнет пениться и увеличиваться в объеме. Помешиваем. И сюда же в горячую массу добавляем мучную смесь. Тщательно перемешиваем. Сначала лопаткой. Это тесто очень легко вымешивается. Потом руками. Получается вот такое мягкое пластичное тесто. Допустимо, если оно совсем чуть-чуть будет липнуть к рукам. Но если у вас липнет сильно, то добавьте немного муки или соевого изолята. Количество муки у вас может немного отличаться от моего, потому что оно в этом тесте зависит от очень многих факторов. Упаковываем тесто в пищевую пленку и оставляем в холодильнике минут на 40. Выпекать я буду в кольце диаметром 20 см, которое стоит на антипригарном коврике. Форму смазываем маслом, чтобы потом легко отделить основу. И достаем наше слегка подзастывшее тесто. Его, в принципе, можно раскатать и потом выложить в форму. А можно просто руками сформировать лепешку и выложить на дно формы. А затем постепенно распределить его по бортикам. Создать ровные линии поможет стакан цилиндрической формы с плоским дном. Прокалываем дно вилкой, чтобы тесто не вздулось. И отправляем его в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку до легкого подрумянивания на 15-20 минут. Корж испекся, он слегка начал румяниться. Это идеальный вариант, когда корж поднялся, пропекся, но при этом не потерял много влаги и не стал сухим, как сухарик. Вынимаем его из формы и перекладываем на подложку. Приготовим карамельный слой. Для этого нам понадобится 60 грамм сухого молока и протеина. У меня они в равных пропорциях, то есть по 30 грамм. Перемешиваем их до максимальной однородности, желательно, чтобы не осталось никаких комочков. И обжариваем в антипригарной посуде на среднем или слабом огне при постоянном помешивании. При такой обжарке сухого молока совместно с протеином оно совсем не комкуется, и нам даже не понадобится блендер для дальнейшего использования. Это, конечно, существенно упрощает процесс. Добавляем 130 грамм жидкого молока. 40 грамм натурального сиропа, его можно и не добавлять на ваш вкус. И 6 грамм подсластителя. Размешиваем все ингредиенты до максимальной однородности. Постепенно сухое молоко растворяется и масса приобретает более жидкую консистенцию жидкой сметаны. Увариваем эту смесь до загустения. принципе, вы можете поварить до такой консистенции, которая вам больше нравится.
Можно оставить карамель полужидкой, а можно поварить подольше до густого состояния. Учитывайте то, что в холодильнике карамель еще немного загустеет. Кстати, в этот пирог прекрасно подойдет и рис, рецепт которого вышел на канале моего мужа Артема. Он готовится подобным образом, только еще с арахисовой пастой в составе. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Накрываем карамель пищевой пленкой в контакт и оставляем до остывания. И приступим к приготовлению кофейного мусса на основе итальянской меренги. Для этого нам понадобится 35 грамм крепко заваренного кофе. Выливаем его в сотейник. Сюда же добавляем 40 грамм эритрита. Его можно заменить на изомальт или натуральный сироп без сахара. Добавляем 10 грамм натурального сиропа без сахара, у меня это сироп топинамбура. Его можно заменить на изомальт. Количество подсластителей здесь не стоит изменять. При меньшем количестве меренга не взобьется правильно, а при большем количестве эритрит кристаллизуется, начнет скрипеть на зубах и сделает меренгу очень сухой. Теперь нам нужно уварить эту массу на среднем огне до достижения температуры 112 градусов Цельсия. Весь этот процесс занимает немного времени, около 2 минут после закипания на среднем огне. Поэтому можно начинать взбивать белок. Нам понадобится 1 белок от яйца отборной категории, либо, как в моем случае, это 35 грамм воды и 5 грамм сухого пастеризованного белка. Чаша и венчик должны быть сухие и обезжиренные. Добавляем к белку полграмма лимонной кислоты и начинаем взбивать. Сначала на средней скорости до образования легкой пены, а затем увеличиваем до высокой. Белок взбиваем до устойчивых пиков. Важно не перевзбить его до вливания сиропа. В идеале как раз к этому моменту должен быть готов сироп. Его температура достигла 112 градусов Цельсия. Сразу горячим вливаем сироп в белок, тонкой струйкой, стараясь не попадать на венчик. И продолжаем взбивать белки около 4 минут. В это время выкладываем карамель на основу. Распределяем. А тем временем меренга уже готова. Видно, что при взбивании внутри нее образуются полости. Это один из показателей готовности. Также она должна стать полностью гладкой и глянцевой. Важно, чтобы на ней не оставалось заметных глазу пузырьков. Использовать эту меренгу нужно сразу. Выкладываем на карамельный слой бананы кругами. Хорошо надавливаем, чтобы утопить их в карамель. У меня бананы вышли по весу 350 грамм. И выкладываем меренгу сверху. Хаотично придаем ей красивую форму. Этот тарт сразу дарит легкий кофейный аромат. В муссе кофейный привкус тоже очень легкий, угадывается едва-едва. Давайте его разрежем. Мягкий, неуловимый мусс просто окутывает нежностью. Нереальное сочетание бананов и карамели. И все это на довольно весомой основе. Это прекрасное сочетание вкусов и текстур, которое хочется готовить еще и еще. Полью эту красоту карамельной глазурью, чтобы еще усилить наслаждение от вкуса и внешнего вида этого десерта. И будем пробовать. Это потрясающе вкусно. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!